Привет, армия. То, что сейчас происходит с Чингуком, кажется невероятно странным и трудно принять. Для многих фанатов душераздирающе видеть, что после всего, через что он прошел и все его работы, он все еще сталкивается с ситуацией, которой не заслуживает. Он ничего плохого не сделал и никому не навредил, но его имя втягивают в неприятности, которых он никогда не искал. Корейские СМИ, хорошо осведомленные о происходящем, опубликовали статью, в которой говорится, что необходимо принять правовые меры против фейков и слухов, которые циркулируют уже некоторое время. Они также отметили, что после его увольнения из армии было несколько случаев, когда частная жизнь Чингука была нарушена в его собственном доме. Именно здесь многие фанаты начинают беспокоиться, никто не должен испытывать ничего подобного, пытаясь вернуться к нормальной жизни. С такой большой любовью к нему возникла идея, которая быстро набрала обороты – бойкотировать шоу, в котором он участвует. И снова, похоже, они используют его, чтобы навредить Чимину. И они делают это сразу после его возвращения, не давая Чингуку ни отдыха, ни времени побыть с теми, кто ему дорог. Шоу «Are You Sure» не демонстрирует его истинных талантов. Шоу не было задумано для того, чтобы он блистал как артист. Оно было просто предназначено для привлечения самых одержимых фанатов Чимина и зарабатывания на них денег. Прежде чем кто-либо обвинит Чингука, его фанаты поясняют, что он не мог сказать «нет». У него был контракт, который нужно было выполнить, и это было частью его работы. Это не имело никакого отношения к его личной жизни или близким отношениям с Тэхёном, это было просто обязательство, которое он должен был выполнить, даже если это не в его интересах. Другая причина возникает, когда люди, которые должны были его защищать, показали разочаровывающее поведение. Они ничего не сделали, чтобы по-настоящему обеспечить его безопасность и благополучие. Чингук заслуживает справедливого обращения, личного пространства, где он может быть самим собой, место, где он может продемонстрировать свои истинные таланты, не полагаясь на контент, который направлен только на то, чтобы держать Чимина в центре внимания и обеспечить прибыль компании. Более того, Чингук постоянно подвергается преследованиям в интернете, и он не в полной безопасности в своей повседневной жизни. Многие фанаты считают, что любой в такой ситуации был бы измотан и встревожен. Больше всего огорчает то, что компания, вместо того, чтобы помочь или защитить его, предпочитает продвигать контент, который совершенно его не защищает. Что касается Тэкука и особенно Чингука, похоже, они никогда ничего не делают, чтобы по-настоящему защитить его, они просто эксплуатируют его ради собственной выгоды или выгоды для определенных участников. Для фанатов, которые давно следят за его судьбой, это болезненно, потому что они знают, как много он дал и как мало получил в критические моменты. Вот почему фанаты просят уважения, поддержки и прекращения всего, что неоправданно его разоблачает. Для них самое главное, чтобы Чингук был в безопасности, в мире и в месте, где он заслуживает того, чтобы его ценили. Нам не нужен никакой сценарий, чтобы поверить в то, что делят Тэхён и Чингук. Для тех, кто следит за историей, эти моменты говорят сами за себя. Это простые снимки, широко известные благодаря тому, что они показывают себя или тому, что кто-то запечатлевает, когда они находятся в уединенном месте, одни или с друзьями без камеры. В эти моменты Тэкук движется естественно, наслаждаясь собой, не торопясь, как любой, кто решает поделиться особенным моментом с близким другом. И это самая прекрасная часть. Маленькие моменты, которые никогда бы не были раскрыты, если бы они не хотели их показать. Одна мысль о том, сколько моментов они держали в себе, давала понять, что то, что они показали, было лишь малой частью. Одним из воспоминаний, которые он чаще всего упоминал, была долгожданная премьера, которую Тэкук посетил как пара. Каждый раз, вспоминая ее, он представлял, как комфортно чувствовал себя Тэхён, сидя на коленях у Чингука. Простая сцена, демонстрирующая доверие, не требующая объяснений. И когда он рассказывал об их личных отпусках, он просто представлял, как естественно они наслаждались временем, проведенным вместе, вдали от всего, с душевным спокойствием, что это особое пространство для них двоих. Она также упомянула милую деталь, как они наряжали друг друга в родительскую одежду, нечто интимное и милое, не требующее сложных слов. Она также вспомнила романтические ужины в особенных ресторанах. Места, казалось, были выбраны так, чтобы они могли наслаждаться обществом друг друга в тишине. Тот факт, что они даже были готовы забронировать целые рестораны для уединения, заставил ее понять, как сильно они ценили быть вместе без помех.
Для нее любовь Тэкука не была чем-то, что требовало камер или подтверждения. Она видела в ней то, что принадлежало только им, привязанность, которая была очевидна в их взглядах, маленьких жестах и том, как они вели себя, когда не пытались произвести впечатление на других. Она часто говорила, что их поступки всегда говорили громче слов, и она говорила это спокойным тоном, как будто признавая динамику, которая казалась подлинной. Одной из деталей, которая тронула ее больше всего, был момент, когда Тэкук забронировал романтическую виллу, чтобы провести время вместе. После поездки Чингука в Катар он сразу же отправился туда, где его ждал Тэхён. Она представила себе облегчение и радость, которые они почувствуют, воссоединившись, не показывая этого миру. Как ни странно, никто бы ничего не узнал, если бы они не записали видео с челленджем по бегу и не выложили его в сеть. Один этот короткий клип уже дал людям понять, что они вместе. Многие поклонники Тэкука замечают одну и ту же закономерность на протяжении многих лет. Чингук и Тэхён всегда находят способ найти друг друга, даже когда вокруг камеры, люди или шум, они двигаются с одинаковой естественностью, как будто им не нужны слова, чтобы понять друг друга. И что заставляет многих задуматься, почему между ними все так легко, в то время как с другими участниками нет. Чингук никому не показывает таких жестов, эту разницу трудно игнорировать, и хотя некоторые люди преуменьшают ее, она все равно проявляется, когда они находятся в одном месте. Многих раздражают двойные стандарты внутри фандома. Один и тот же жест может быть похвален, когда его делает Чимин, но раскритикован, когда его делает Тэхён или Чингук. Дело не в конфликте между участниками, речь идет о последовательности и справедливом отношении. Поклонники просто хотят, чтобы на Чингука и Тэхёна смотрели одинаково, без предрассудков, без негативных намерений, без несправедливого осуждения. В конечном счете расстраивают не жесты, а несправедливые осуждения, которые им выносят. Эти различия изматывают, сбивают с толку и дают понять, что не ко всем относятся одинаково, даже в пределах одного фандома. Среди всего этого единственное, что заставляет фанатов чувствовать себя наиболее беспомощными, это тот факт, что их голоса часто игнорируются, как будто их проблемы – просто чрезмерная реакция, когда все, чего они на самом деле просят, это элементарная справедливость и защита. Они наблюдали, как Чингук рос, падал, поднимался и отдавал все с самого раннего возраста, и видеть, как с ним обращаются таким образом, вызывает разочарование, которое трудно описать. Но еще более душераздирающе видеть, как упорство фанатов в его защите часто неверно истолковывается, как будто защита Чингука считается провокацией, в то время как те, кто нападает на него, остаются безнаказанными. Двойные стандарты вопиющие, они добавляют напряжение, и это еще раз проясняет, что не ко всем относятся с равным достоинством. В конечном счете, все, что они хотят, это безопасное пространство для Чингука, место, где он может дышать без несправедливого давления, место, где он может жить своей жизнью, не опасаясь вторжения в личную жизнь. Место, где он мог бы творить без постоянной тени эксплуатации или манипуляций. Поклонники знали, что он не просил многого, он просто хотел прожить свою жизнь в мире, достойном упорного труда, который он вложил за эти годы. И за всей этой суетой Тэхин всегда был тихой, но гармоничной фигурой, тем, чье присутствие приносило Чингуку чувство спокойствия, тем, кому не нужно было много говорить, чтобы выразить искреннюю поддержку. Поклонники видели, как эти двое всегда находили друг друга, как спокойствие, возникавшее, когда они были вместе, так отличалось от того, когда они находились под давлением мира. Они знали, что там есть что-то более глубокое, что-то, что не нуждалось в общественном признании, что-то, чему просто нужно было пространство, чтобы дышать. Потому что, в конце концов, речь идет не о теориях, не о спорах, не о сравнениях или нападках. Речь идет о двух людях, которые живут в центре внимания с подросткового возраста, которые выросли вместе, которые заботятся друг о друге так, что, возможно, никто никогда не увидит их по-настоящему, но всегда будет чувствовать. Речь идет о простом желании видеть их счастливыми, в безопасности и безоговорочно уважаемыми. Фанаты просто хотят, чтобы мир перестал навязывать им несправедливую историю, перестал их эксплуатировать, перестал создавать конфликты, которых никогда не было. Они просто просят, чтобы этих двух молодых людей, которые подарили им столько вдохновения, утешения и надежды, воспринимали как людей, а не как инструменты для наживы, не как персонажей в выдуманной драме, не как мишени для сенсаций.
За всем этим давлением, всеми слухами, всей несправедливости фанаты все еще предпочитают верить в то, что видели годами: теплоту во взгляде, утешение в жесте и искренность в простом моменте, никогда не предназначенном для камеры. Они выбирают верить в реальность, сформированную реальными действиями, а не навязанным повествованием. И в конечном счете все сводится к следующему: Чингук и Тэхён заслуживают мирной жизни, они заслуживают возможности любить и быть любимыми, они заслуживают безоговорочной поддержки от тех, кто утверждает, что заботится о них. Поклонники будут продолжать поддерживать их, не из чувства долга, а из уважения, привязанности и веры в то, что они оба заслуживают более доброго мира. Tell you that you can't ever say never and turn your mind into the truest to go getter.